Как вы, наверное, в курсе, если смотрите нас на постоянной основе, NCSoft недавно сильно расширила доступ к серверам MMORPG Throne and Liberty. Что, конечно же, великолепно как рассвет, однако на наших традиционных понедельничных трансляциях, кстати, обязательно приходите, вопрос о том, как начать играть в TL прямо сейчас, все еще остается актуальным. Поэтому давайте все же закроем эту и многие другие темы раз и навсегда путем выпуска этого видео, к которому каждого интересующегося игрока можно будет потом отправлять. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучший способ поддержать его развитие. Также крайне рекомендую всем подписаться на мой телеграм, который я активно веду, так что если хотите быть в курсе актуалочки по MMORPG и не пропускать выход контента на Гоха Медиа, вы знаете, что делать по коду на экране или по ссылке в описании. Меня зовут Мадлер, это портал Goha.ru и мы начинаем. Keys for Gamers — это инновационная площадка для геймеров, которая отличается широким ассортиментом продукции и конкурентоспособными ценами. Здесь вы сможете приобрести как незабвенную классику, так и новые релизы на выгодных для себя условиях. И когда я говорю про выгодные условия, это никакая не шутка. По нашему промокоду Гоха вы получите вкусную 20% скидку. Уверяю, дешевле придется еще поискать и вряд ли найдете. Невероятное множество всевозможных предложений для Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo и Battle.net, причем игры можно покупать как ключами, так и гифтами. Подписки на PlayStation Plus и Xbox Game Pass, покупка игровой валюты, игровых очков, программного обеспечения, и все это с возможностью выбрать наиболее выгодные для себя предложения среди разных продавцов. Торговаться, кстати, тоже никто не запрещал, напоминаю, площадка торговая. Ну и само собой разумеется, но все-таки произнесу это вслух, никаких проблем с оплатой из наших широт не наблюдается. Ссылка на площадку Keys for Gamers в описании и закрепленном комментарии. Не забывайте вводить промокод Гоха. Для начала коротенечки-прикоротенечки ликбез для тех, кто, что называется, только подключился. Есть такая MMORPG Throne and Liberty, которая могла бы стать продолжением линейки, но, к сожалению, не стала. Она стала новой франшизой, которую ждали мы, приждали и таки дождались. На текущем этапе есть корейская версия, которая официально релизнулась, и 17 сентября появится так называемая глобальная версия за издательством Amazon. Так вот, в корейскую версию с недавних пор наши широты и еще 19 регионов пускают без каких-либо ограничений, чему мы, конечно, несказанно рады, потому что, знаете ли, версии от Amazon мы вряд ли будем радоваться так же сильно. Произошло это, конечно, не так давно, я имею в виду вот это вот расширение, собственно, допуска, но, тем не менее, вопрос о том, как попасть в эту версию Throne and Liberty по-прежнему остается актуальным. И я предлагаю ответить на этот вопрос в этом видео, чтобы потом можно было спокойно сказать: иди и посмотри, у нас есть ответ вот на Гоха Медиа. Погнали! Для начала заходим на официальный сайт NCSoft и создаем новый аккаунт. Для этого вам понадобится сделать всего несколько шагов. Выбрать страну, Россию или одну из 19 поддерживаемых, указать дату рождения, согласиться с условиями, подтвердить почту и придумать пароль. Процесс очень простой и, как говорится, интуитивно понятный. При этом там есть и другие способы авторизации, допустим, через социальные сети или просто через гугловскую почту, но я бы рекомендовал создавать именно новый аккаунт, потому что, я уже сталкивался с этим. Допустим, пользователи, которые авторизовались через социальные сети, у кого-то проканало, а у кого-то не проканало. Кто-то нашел Throne and Liberty у себя в пурпле, кто-то не нашел. Также те, кто авторизовывался посредством старых гугловских аккаунтов, тоже не могли найти потом в пурпле Throne and Liberty. Короче, просто создаем новый акич и решаем все проблемы сразу. Да, кстати, не забудьте на официальном сайте также пройти предварительную регистрацию на новый регион Таландеры, которые добавят в игру 21 августа 2024 года. Халява, знаете ли, лишней не будет. Хотя, справедливости ради, если вы начнете играть в Throne and Liberty прямо сейчас, вас и так, как из бронзбойта, этой халявой окатят. Далее скачиваем и устанавливаем лаунчер Purple, через который, собственно, работает версия игры от NCSoft. Тут же выбираем игру Throne and Liberty и, разумеется, ее устанавливаем. Важно помнить, разработчики рекомендуют иметь не менее 200 гигабайт свободного места для распаковки файлов игры. Однако, как показала практика и отзывы игроков, хватит, в принципе, и 160. И вот здесь мы вплотную подходим к, наверное, самому потному моменту во всем этом небольшом гайде. Дело в том, что для авторизации необходимо будет получить
СМС, то есть, иными словами, привязать номер своего мобильного телефона к аккаунту. И получается сделать это не только лишь всем, вернее, не только лишь все в состоянии дождаться СМС или звонка. Лично я как раз таки столкнулся с таким моментом, мне код вообще отказывался приходить. Я подозреваю, что это сильно зависит от оператора, кому-то приходит через 3 минуты, кому-то через 10, кому-то вот как мне отказывается приходить вообще. Уже сейчас я знаю, что если не приходит вообще, то после 18:00 по МСК можно попробовать отправить повторный запрос, потому что это как-то связано уже непосредственно с СМС-сервисами самой NCSoft, и ответ вроде как должен прийти. Но я этот вопрос решил для себя установкой приложения Purple на мобильный телефон и прохождением верификации через приложение Purple. Короче, пробуйте все способы и просто, скажем так, проявите настойчивость. Ну и да, из важного, понятное дело, не забудьте залогиниться в Purple с нужного аккаунта. А то, знаете ли, вроде очевидно, но, как показывает практика, тоже не только лишь всем. При этом на текущем этапе не замечаются проблемы с оплатой товаров из внутриигрового магазина. Хз, может быть это связано с тем, что я изначально пользовался вспомогательными сервисами для улучшения пинга, а те, кто ими не пользовались, не имели доступа к игровому магазину, но могли совершать покупки через непосредственно лаунчер. Может быть, во всяком случае, другого объяснения у меня нет. Но я, честно говоря, и не рекомендовал бы играть в корейскую версию Tron and Liberty без дополнительных сервисов по улучшению пинга, потому что, пинг там вас, откровенно говоря, не порадует. А вот с дополнительными сервисами он будет половиниться, и своих 140-150 вы получите. То есть, играть вполне комфортно. Для тех, кто здесь может завести песню из разряда «Да нахрен оно мне нужно», «Да я подожду вон глобальную версию и буду играть с нормальным пингом», я скажу следующее. Да, с нормальным пингом вы играть будете, но без дополнительных сервисов все равно не обойдетесь, потому что сюрприз, в глобальной версии будет действовать блок по IP. Такие вот дела. Amazon нас любит. Может быть, этот вопрос с оплатой, кстати, уже полностью решенный без смены IP. Я не проверял, потому что, еще раз, не играю без дополнительных сервисов и никому не рекомендую. Нахрен себе портить впечатление от игры. За проведение платежей ответственна компания Xsolla, а оплатить можно даже с помощью системы быстрых платежей. Цены указаны в долларах, и на момент создания этого ролика обменный курс составляет что-то около 90 с лишним рублей. Ну а хорошая новость заключается в том, что на самом деле ничего платить вам по сути не нужно, потому что играть вы будете начинать на буст-серваках, а там и так насыпает о май гад как. В том числе есть полностью бесплатный буст Battle Pass. Таким образом, максимум, на что вы задонатите, это какая-нибудь внешка, маунт или амитой. Да и то чисто настроение ради. Ну и в завершении хотелось бы ответить на самые популярные и распространенные вопросы, связанные с игрой в Tron and Liberty из наших широт. Как несложно догадаться, самый распространенный вопрос – когда будут RU-серверы? Наверное, правильнее здесь будет говорить не RU-серваки, а просто серваки с адекватным пингом. И ни у меня, ни, я думаю, у NCSoft на текущем этапе на этот вопрос ответа нет. Поэтому, если вы по какой-то причине не хотите, боитесь, что-то вас останавливает от того, чтобы начать играть в Tron and Liberty прямо сейчас, вы можете подождать конца августа. То есть 21 августа перестанут существовать вот эти вот буст-серваки, можно будет перенести бесплатно созданных персонажей на офф-серваки, и плюс-минус где-то вот в этом моменте, как мне кажется, должна появиться актуалочка по поводу появления серваков с адекватным пингом для других регионов. Или не появится. Имеется в виду информация. Просто я рассуждаю следующим образом. Для чего NCSoft вообще всех позвала вон туда? Для того, чтобы повысить онлайн? Так этот онлайн, он как появится, так и исчезнет, потому что подавляющее большинство игроков не будет играть с пингом 200+. Соответственно, что необходимо сделать? Необходимо улучшить условия пребывания новоприбывших игроков. Что для этого необходимо? Дать им серваки, и это не такая уж большая проблема, поэтому мне лично кажется, что этот вопрос будет решен, как раз таки где-то уже до конца августа. Или не будет. Следующий вопрос связан с появлением русской локализации. И здесь, если мне не изменяет память, NC никогда даже не говорила о подобной перспективе, так что всерьез рассчитывать на появление официального перевода пока не приходится. Но на текущем этапе уже существует фанатский перевод игры на русский язык, который гуглится буквально за 5 секунд. А устанавливается секунд за 10, то есть вообще прям никаких проблем. И насколько мне известно, случаев банов, непосредственно за использование этой локализации фанатской не было. Для тех же, кто может сказать, что идти в корейскую
версию, играть с корейским языком, ой, да ну его нафиг, я лучше подожду все-таки глобальную версию. Я хочу сказать следующее. Throne and Liberty изначально задумывалась как глобальная игра, поэтому никакого корейского языка, ну только в плане озвучки он там присутствует, а так все на инглише. При этом, что интересно, в чате присутствует возможность автоматического перевода на русский язык. Так что играть очень и очень комфортно. Хотите, ставьте себе ру-локализацию фанатскую вот эту, хотите, нет. Лично я не ставлю, потому что мне и так норм. Ну и, наверное, не менее животрепещущий вопрос. Куда мне горемычному податься? Где играют наши? На текущем этапе и до, напомню, 21 августа в Throne and Liberty открыто 2 сервера для быстрого развития персонажей. Hyperboosting 1 и Hyperboosting 2. И сюрприз-сюрприз, наших игроков как на одном, так и на втором просто вагон и маленькая тележка. Так что идите на любой, не ошибетесь. Но в приоритете, наверное, будет все-таки первый. Вообще, я хочу сказать, что ситуация вокруг Throne and Liberty складывается, ну, уникальная. Я такого не припомню. Какая-то часть игроков по-прежнему топит за то, что нужно ждать глобальную версию от Amazon Games и идти играть туда. На вопрос почему, ответ пинг. Больше никаких адекватных причин нет, потому что нас там совершенно не ждут. Нас там не ждут до такой степени, что, вероятнее всего, даже не помогут, знаете, вот эти вот сторонние программки по смене IP. Кроме того, вы вообще играли на ОБТ? Я, честно говоря, на второй день дропнул, потому что там не было даже 60 тысяч в Steam игроков, а уже все лагало так, что играть было, ну, невозможно. И я могу предположить с вероятностью в 99,9%, что Amazon Games железобетонно запорит релиз. И ладно бы еще никакой альтернативы не было, тогда можно было бы сказать, ну да, тут как бы без шансов нужно идти играть на глобал, но альтернатива есть. И вот здесь мы переходим ко второй части игроков, к которым, собственно, примыкаю и я. Эта часть игроков топит за то, что нужно начинать играть прямо сейчас в корейской версии Throne and Liberty, ну а там будь что будет. Тут, по крайней мере, есть все-таки возможность появления, вероятность появления серваков вот непосредственно для нас с адекватным пингом. С Amazon Games, как вы понимаете, адекватный пинг будет обеспечен, но вот сможете ли вы там вообще играть, это очень хороший вопрос. Я могу предположить, что если вы и начнете там играть, то произойдет это, наверное, не в первую неделю после релиза. Соответственно, мое предложение следующее. Если вас что-то, как я уже говорил, останавливает от того, чтобы начать играть в Throne and Liberty прямо сейчас, вы можете подождать конца августа, когда уже вот плюс-минус будет понятно с серваками. Будут эти серваки, не будут эти серваки. Или можете начать прямо сейчас. И к тому моменту уже ознакомиться с игрой основательно и прокачать себе вообще халявного топового персонажа. Лично мне второй вариант видится более предпочтительным. Но последнее слово, как всегда, за вами. Мы же, в свою очередь, всего лишь продолжим держать руку на пульсе, а вас в курсе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, наставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся.